Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео мы свяжем красивый узор косы с ажуром. Узор подойдет для вязания разных изделий. Можно его также связать из любой нитки. Также можно его использовать как для вязания всего изделия, или же для вязания каких-то фрагментов изделия. Можно его скомбинировать с другими узорами, но здесь уже на ваше усмотрение. А как вам этот узор? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Значит, схема у нас будет 13 петель раппорта и плюс 7 петель в конце ряда. В высоту узор вяжется 12 рядов. Этот образец у меня связан нитками Organic Baby. Это 100% катон. Спицы я брала 4 миллиметра. Вязать я буду из тонкой нитки. Это Alize Bella у меня 100% хлопок. Она тоненькая. И буду я вязать спицами 3,5 миллиметра. Для образца я наберу петли по нашей схеме, это 20 петель, и плюс 2 кромочные. Итого у нас 22 петли. Если вы вяжете изделие полностью таким узором, вы набираете раппорт, повторяете его и в конце добавляете 7 петель для симметрии, чтобы с каждой стороны он у вас выглядел одинаково. Провяжу изнаночный установочный ряд изнаночными петлями. Если вы вяжете после резинки, то сразу начинаете вязать по схеме. Так как у меня здесь изнаночная сторона, я изнаночный ряд провяжу просто изнаночными, а рисунок буду вывязывать уже по лицевой стороне. Узор вывязывается в лицевом ряду, в изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Нашего узора кромочную мы снимаем и вяжем по схеме. Далее у нас идет по схеме 2 изнаночные, далее 3 лицевые, следующие 2 изнаночные. Дальше у нас вяжется коса. Нам нужно 3 петли перекрестить направо. Мы 3 петли снимаем на спицу, нить перед работой, провязываем следующие 3 лицевые петли и теперь провязываем наши снятые петли. Далее 2 изнаночные, следующие 3 лицевые, две изнаночные и кромочная. Второй ряд изнаночный, петли вяжем по рисунку. Третий ряд, кромочную снимаем, далее 2 изнаночные, накид. Следующие 3 петли мы провязываем одной лицевой петлей. Провязывать будем таким образом, чтобы средняя петля была последняя. То есть мы вторую и третью петлю меняем местами. Одеваем сначала среднюю петлю, затем одеваем третью и первую. И вывязываем одной петлей. Накид. Далее 2 изнаночные, 6 лицевых, две изнаночные. Следующие 3 провязываем вместе лицевой петлей. Делаем накид, провязываем 3 вместе лицевой петлей, меняем местами вторую и третью
провязываем лицевую петлю. Далее накид, 2 изнаночные и кромочная. 4 ряд изнаночной петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Далее 5 ряд, кромочную снимаем, 2 изнаночные. Далее лицевая, изнаночная, лицевая. Следующие 2 изнаночные. Далее 6 лицевых. Две изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, кромочная. 6 ряд изнаночной петли вяжем по рисунку. Далее у нас 7 и 9 ряд вяжутся так же, как вяжется 5 ряд. То есть все петли мы провязываем по рисунку. Восьмой изнаночный, 9 ряд. Все петли мы провязываем по рисунку. Десятый ряд изнаночный, 11 ряд, кромочную снимаем, 2 изнаночные, накид, и следующие 3 петли провязываем 1 лицевой петлей. Меняем 2 и 3 петли местами, чтобы средняя была под низом. Провязываем 1 лицевой петлей. Накид, 2 изнаночные, далее 6 лицевых, 2 изнаночные, накид, и следующие 3 петли провязываем 1 лицевой петлей. Также меняем местами 2 и 3 петлю. Провязываем 1 лицевой петлей. Далее накид, 2 изнаночные и кромочная. 12 изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Так мы связали все ряды нашего узора. Далее, провязав самостоятельно, повторяя с 1 по 12 ряд, у вас получится вот такая красота. Вот тут как он выглядит в тонкой нитке. Тоже очень красиво, легко, очень красиво ложатся петелечки, ровненько, аккуратно. И с изнаночной стороны. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Всем хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!